Друзья, итак, метод Бутейко. Вкратце. Я не буду вам рассказывать всю теорию здесь, потому что есть а, намного лучше ресурсы, где есть абсолютно вся теория, но я вам вкратце просто расскажу, как правильно дышать по Бутейко. Весь метод Бутейко заключается в том, что вдыхать нужно меньше, выдыхать нужно больше. Это вот так вот просто вкратце, да? И вдыхать нужно обязательно через нос, желательно выдыхать тоже через нос. Ну, это это сложно делать все время, потому что мы еще и разговариваем. Вот, но суть в том, что Бутейко говорил, что глубокое дыхание вредит здоровью, да? Но это не совсем так. Тут одна проблемка только в терминологии, да, потому что я сертифицировался на английском языке у Патрика Макьюна. Этот человек за пределами СНГ, который напрямую получил знания еще когда Бутейко был еще жив. То есть он учился у него. И он называет это не глубокое дыхание, не deep breathing. Он называет это big breathing, big breaths. То есть вредно вот это. Особенно, когда оно идет в верхнюю часть. Понимаете, когда мы дышим вот этими большими вдохами, то мы влияем на симпатическую нервную систему. Она создает стресс. Иногда это нужно. Иногда нужно создать хороший стресс, чтобы кровь побежала быстрее, чтобы, как бы создать некий такой хороший стресс. Но все нужно балансировать, поэтому нужно обязательно потом продышать в живот, чтобы как бы был баланс, да, потому что там парасимпатическая нервная система находится. И стимулируя ее, вы автоматически расслабляетесь. Смотрите, что выходит. Выходит, что когда мы дышим через нос, у нас всегда идет воздух прямо вот туда в живот. То есть когда мы дышим через нос, у нас автоматически все идет вниз. Через рот можно тоже туда направить, но это нужно делать уже осознанно. Да, то есть можно и в живот попасть через рот. Я не говорю, что это невозможно. Можно, но это занимает больше энергии, усилий, внимания нужно на это. А через нос не нужно. То есть пошел в нос, да? Вдохните. То есть воздух вдохнули через нос и пошло в живот, да? Понимаете? Так вот, для меня метод Бутейко, это он перевернул вообще всю мою жизнь и еще раз, да, потому что первый раз у меня жизнь перевернулась после отпуская ожидания, потом она перевернулась у меня за счет моей дыхательной практики, формулы Life, и Бутейко еще добавил, потому что я делал свою практику каждый божий день и так далее, и все у меня было круто во время практики. Но потом я переставал делать практику и шел делать телефонные звонки, общаться, ходить на встречи, заниматься, делами, а там я терял кучу энергии, потому что там я разговаривал, вдыхал, разговаривал весь на эмоциях, ля-ля-ля. Все, кто знали меня, все, кто знают меня и знали меня до моих дыхательных практик, все подтвердят, что да, он так дышал, так разговаривал весь вот на высоких тонах, парах, на хайпе. Потому что я все время гипервентилировал и стрессовал себя, и, соответственно, понимаете, то есть происходил вот этот вот как бы такой органический стресс, который на самом деле мне очень сильно вредил. Потому что с тех пор, как я от него избавился, я вообще стал спокойнее говорить, и у меня больше не болит под лопаткой, да и у меня вообще все стабилизировалось, нормализировалось. Поэтому практику Бутейко нужно не просто практиковать. Я не рекомендую ее практиковать, потому что это сложно, людям надоедает. У людей должна быть реально очень мощная мотивация, чтобы заставлять себя ходить и делать какие-то вот такие упражнения. Вы знаете, это как записали в спортзал, походили месяц, а потом все. Да. Тут то же самое. Поэтому метод Бутейко нужно просто создавать себе привычку, чтобы не идти куда-то практиковать его, а чтобы это было частью жизни. И поэтому, смотрите, я открыл очень простой механизм. Я называю его трехфазный выдох. На самом деле у нас цикл состоит из вдоха и выдоха, да, но я разбиваю именно выдох при моей речи на 3. То есть на раз я вдыхаю, я говорю, и я сдуваюсь. И смотрите, как получается. Я говорю.
И под конец я просто закрываю рот, у меня челюсть расслаблена, я просто закрываю губу, и воздух всасывается диафрагмой сам. То есть я просто создал такую привычку. Я вдыхаю и говорю, вдыхаю, говорю, вдыхаю, говорю. Можно еще дальше по 3 раза построить. Ну, то есть, по идее, понимаете, я выстроил речь вот в эти 3 фазы. И тогда мы получаем нужное нам количество углекислого газа. Вдох всегда идет через нос, то есть с каждым вдохом я расслабляю себя. И самое крутое, самая крутая вообще, самая ценная вещь для меня, потому что я эти ролики записываю, это то, что вот этот вот вдох через нос, который обязательно для меня, он дает мне паузу, собрать мысли, что будет, ну, что я говорю дальше. Я скрипт никакой не записывал. Я записываю все сходу. Конечно, если потренироваться, то можно сделать лучше. Я это, безусловно, делал на моем английском канале. Но мне это больше не нужно, потому что информация доходит, вот когда она на ходу, когда ты в потоке, когда ты не подготовился, намного эффективнее, согласитесь, когда это просто натурально. И этого я вообще не мог делать до того, как я понял, как надо правильно дышать, понимаете? Вы можете пересмотреть мои ролики на английском канале, у меня ссылка тут в описании будет. Вот особенно первые ролики, посмотрите, как я там говорю. Это было до метода Бутейка. Вот. Поэтому вот вкратце метод Бутейка. Как бы его основная суть — это накопление углекислого газа, потому что Бутейка, его вдохновил метод Верига-Бора, гласит о том, что чтобы кислород превратился в энергию, да, чтобы он попал в клетки, ему нужно отцепиться от гемоглобина. Но чтобы ему отцепиться от гемоглобина, ему нужен идеальный баланс углекислого газа и кислорода, понимаете? То есть углекислый газ нужен для того, чтобы кислород отцепился. А углекислый газ мы накапливаем на выдохе. Поэтому, если практиковать, то я делаю очень медленный вдох через нос. Очень медленный, да? Давайте вместе сделаем. И я делаю в 2 раза медленнее выдох. И я делаю это с той осознанностью, что первое, когда я вдыхаю, в носу вырабатывается оксид азота. Этот газ, он стерилизует, он помогает артериям расширяться, он помогает вообще кислороду усвоиться, да? И чем медленнее ты вдыхаешь, тем больше оксид азота у тебя вырабатывается. То есть с осознанностью, что я сейчас дышу медленно, у меня вырабатывается оксид азота, и я выдыхаю медленно, у меня вырабатывается углекислый газ. Вот так несколько минут. Даже когда нос забит, ну, сейчас здесь холодно, и я немножечко так простыл, потому что в доме сквозняк. Но, тем не менее, нос у меня дышит. Просто потому что я постоянно думаю об этом и понимаю, что я могу делать с своим телом. Понимаете? Поэтому будьте в носу. Я рекомендую написать там на зеркалах, наклеить наклейки, напоминалки в телефоне поставьте. Напишите просто «нос». И в течение дня просто обращайте внимание на нос и вдыхайте через него. И стройте речь в 3 фазы. И будьте здоровы. Еще что хотел добавить. Что я хотел еще добавить? Что я хотел добавить? Я не помню, что я хотел добавить. Возможно, я добавлю это в следующем видео. Вот весь метод Бутейка. Все очень просто. Главное, практиковать. Главное действовать. И результат обязательно будет. Так во всех делах. Поэтому пишите, комментируйте, подписывайтесь и увидимся в следующем видео.